прошлом выпуске мы начали самый необычный проект на нашем канале – секретный. Мы ремонтируем вот этот старый деревянный домик на нашем участке. И делаем это для мамы Тараса. Она давно мечтает перебраться к нам в Грузию, а мы хотим, чтобы у нее здесь был свой дом. И самое главное, она об этом ничего не знает. Не знает и не должна узнать до самого конца. Мы договорились с ней, что канал она пока не смотрит, а вы, наши зрители, храните секрет вместе с нами. В прошлый раз мы расчистили домик и сказали, что будем думать, каким он станет. Так вот, думали не только мы. Вы прислали столько идей, что мы читали комментарии несколько вечеров подряд. Мы все собрали, обдумали и сегодня показываем план, который у нас получился. Пройдем по домику, комната за комнатой и расскажем, где что будет. А потом возьмемся за работу. Снимем старые окна, чтобы заказать новые, и вскроем полы в большой комнате. Мы, честно говоря, не собирались их трогать, но потом кое-что измерили и передумали. Покажем, что там оказалось. Устраивайтесь поудобнее, начинаем. Но прежде чем начать, мы хотим всех поблагодарить. Мы вообще не ожидали, если честно, такого отклика. Люди нам писали в комментарии, в Телеграм, сообщения на почту, присылали свои планы. Это было действительно огромной поддержкой для нас. Спасибо вам огромное. Да, мы почитали все комментарии, посмотрели досконально все планы, которые нам присылали. Кто-то даже от руки рисовал, очень интересно. Кто-то заморочился, на компьютере сделал схемы. А еще предыдущая хозяйка дома Жанна поделилась своим видением этого дома. В общем, было очень интересно, что-то для себя из этого взяли. В общем, сделали некий вывод, и даже пришлось подискутировать с Тарасом, поспорить. Да, не все сразу мы приняли, но да, в итоге сошлись. К обоюдному согласию мы пришли. Так, ну а теперь давайте посмотрим, как мы в итоге все распланировали. Так, вот что у нас тут получается. Тут практически ничего менять не будем. В плане, единственное, вот эта отмостка, которая можно видеть, насколько криво или залита, или со временем ушла. То есть уклон туда, в ту сторону. Не бойтесь, это не яйцо. Камушек. То есть либо дом просел со временем, либо изначально было криво залито. То есть здесь надо будет выровнять, вот этот, короче, страх убрать, подвыровнять. А так тут больших изменений в плане террасы делать не будем. Окна в том же месте оставим их. Единственное, что планируем, полностью их демонтировать и заменить на пластиковые. Наверное, черные сюда подойдут лучше всего. Дверь тоже планируем поменять на пластиковую. Сделаем такие секции. Одна будет у нас чуть пошире, другая поменьше. Тоже в таком же стиле, как окна. Многие тоже интересовались, что будет ли это дом для круглогодичного проживания или это только такой летний домик. Обязательно мы его планируем на зимовку. Мы его планируем утеплять, несмотря на то, что здесь каштан 5-сантиметровый. Я думаю, мы добавим сюда 5 сантиметров ЭППС. Сделаем красивую штукатурку, декоративно покрасим, и будет все идеально. Так, эта сторона у нас уже, как мы говорили, законченный арт-объект. Тут у нас дрова, которыми мы будем пользоваться этой зимой. Будут они, конечно, уменьшаться. Возможно, мы их вообще все пережгем и заменим еще на следующий год. И, может быть, посмотрим, с этой стеной тоже утеплим. Здесь мы планируем окошко добавить в ванной комнате, чтобы был свет и проветривание. Сделать отдельный выход, дверь, тоже пластиковую заменим. Здесь небольшую терраску залить, да, на которой, пускай она будет и без навеса, но можно посидеть в хорошую погоду. Здесь, раскрою секрет, тоже будет за спальней. Из спальни будет вот это окошко. Вот с таким вот, смотрите, прекрасным видом. Касаемо этой стены тоже будет утепляться. Вот здесь непонятно для чего такой USB какой-то толстый положили. Может быть, что-то планировали или какое-то окно сделать панорамное, не знаю для чего. Возможно, поменяем на новом, посмотрим, в каком оно состоянии.
А так, в принципе, под утеплитель это все уйдет, скроется. А эта раковина нам нравится. Мы хотим ее восстановить, оставить. То есть, да, правильно кто-то писал нам в комментарии, что ну, удобно что-то, руки помыть, какую-то обувь помыть, да, там что-то, живности набрать воду, поэтому это у нас тоже остается. Так, ну а теперь пойдемте зайдем внутрь. Это у нас самая большая комнатка, почти 28 квадратных метров. Это у нас будет кухня-гостиная. Первым делом давайте пройдем в зону будущей кухни. Она у нас будет находиться здесь. С правой стороны будет стоять холодильник, и от него уже пойдут шкафчики. Здесь ближе к углу у нас будет располагаться раковина, а с левой стороны будет стоять газовая плита и духовка. А еще хотим сделать верхние шкафчики, чтобы было побольше мест для хранения. И, возможно, какую-нибудь подсветку, чтобы добавить больше света в этой зоне. А еще в качестве альтернативного отопления мы обязательно хотим поставить печь-камин. Она у нас будет располагаться здесь. Как раз где заканчивается кухонка, у нас будет она стоять. А что касается этого угла возле окошка, здесь у нас будет обеденная зона. Хотим поставить такой круглый столик и несколько стульев. И можно будет любоваться видом из окна. А теперь давайте перейдем во вторую часть комнаты. Здесь у нас будет зона отдыха. А точнее будет стоять диван и 2 кресла. А еще мы хотим сделать в центре комнаты проектор. Он будет складываться, раскладываться, и по вечерам можно наслаждаться кино. Вот. Так, а это у нас первые гости уже заходят. Так, Кузя, скажи, это что, вы мне дом, что ли, делаете, да? Привет, привет. Помощник, да? Все, он не дышит. Ну, Его да. начинаешь желать, он не дышит. А если перестанешь желать, то все, он Начинает тебя прыгать. съест. Он тебя съест. Сейчас будет прыгать. Кузя, все, молодец. А что касается отделки, насчет стен мы планируем оставлять дерево. Оно очень красивое, фактурное. Ее нужно будет зачистить и покрасить. Что касается потолка, его пока что нет, но его нужно будет утеплить и зашить ОСБ, который в дальнейшем мы хотим покрыть фактурной краской. А что касается пола, расскажем чуть позже. Изначально спальную зону мы планировали поставить здесь, в гостиной. Но, почитав ваши комментарии, подумав, все взвесив, мы решили этого не делать. Потому что мы согласны, что это не очень удобно, все-таки кухня рядом, постельное белье может пахнуть, если кушать, готовить. И все-таки, если гости придут, тут кровать стоит, а комната все-таки не такая уж и большая. Да, Кузя? Кузя согласен. Поэтому мы решили спальню сделать здесь. Несмотря на то, что комнатка всего лишь 7 квадратных метров, но сюда прям идеально встает двухспальная кровать. Так как Тарас уже ранее сказал, здесь у нас добавится окошко, здесь будет намного светлее. Так как комната небольшая, здесь необходимо как-то разместить зону хранения. И поэтому у нас пришла такая замечательная идея эту стену разобрать. Здесь у нас вот идет несущая балка, ее мы оставляем. А вот это мы все убираем и сдвигаем в кухню-гостиную на 60 сантиметров. И это будет у нас такой шкаф, как купе. В общем, места для хранения будет предостаточно. А еще очень удобно, что прямо из спальни мы попадаем в ванную комнату. Что касается ванной комнаты, она не очень большая, 4 квадратных метра, но этого достаточно, чтобы в этом углу поставить душевую кабину. Здесь у нас будет стоять раковина и стиральная машина даже влезет. В этом углу у нас будет стоять унитаз, а здесь мы хотим организовать котельную, такую мини-котельную на весь дом. Но об этом расскажет Тарас.
Так как Настя правильно сказала, здесь у нас будет ввод газа. Здесь будет стоять газовый котел. Планируем его двухконтурный. То есть один контур будет на отопление, а второй контур на горячую воду. Отопление в доме мы планируем сделать теплыми полами, то есть по всему периметру. Опыта у меня в этом нет, поэтому будем приобретать. Он необходим. Что касается этих полов, про которые Настя упомянула, пока не знаю точно, как мы это все сделаем, но знаем точно, что их придется снимать, потому как перепад лазером мы померили, где-то 7 сантиметров от нижней верхней точки. Видно, да, как здесь вот буквально все идет буграми. Возможно, сами доски подгнили или балки, на которых они стоят. Но это не важно. То есть мы планируем это все снять, сделать какую-то отсыпку примерно в один уровень, проложить сначала трубы водопровода, канализацию, потом сделать черновую стяжку, пеноплекс, на нее теплый пол и уже финальную стяжку, на которой, может быть, керамогранит положим или что-то такое, которое хорошо сохраняет тепло. И будет у нас такой энергоэффективный дом, потому как у кого есть теплые полы, те знают, что там можно на минимальный режим поставить, и даже там какой-то осенью у тебя комфортная температура всегда будет дома. Плюс расход газа будет минимальный, в отличие от радиаторов, которые, если мы бы знали, мы бы у себя тоже сделали теплые полы точно на первом этаже. А в этом помещении, я так понимаю, тут уже что-то вроде черновой стяжки пола, то есть тут какой-то бетон залит. Ну, тут видно, что здесь его штробили, когда делали канализацию, что под ним просто земля. Ну, что-то подобное мы планируем сделать в той комнате. Как можно заметить, от того, что сейчас здесь, и того, что на плане, нас отделяет огромная пропасть. Работы здесь немерено, денег потребуется тоже немало. Но будем надеяться, что дом мечты для моей мамы скоро будет реализован. Мне кажется, в первую очередь нужно нам обмерить окна, отвести размеры в разные компании, чтобы сравнить цены до изготовления окон, дверей. Параллельно можно заняться демонтажом полов, посмотреть там, как балки, на которых они лежат, себя чувствуют, распланировать канализацию, водопровод, подвод газа. Ну, Электричество. Электричество, кстати, я бы сделал в последнюю очередь, потому как нам нужны уже финальные стены, по которым будет открытая проводку, да, декоративную, да, мы такую да. хотели делать. Поэтому, да, электрику мы будем делать в самом конце. Единственное, временную мы кинем освещение здесь, какие-то розетки установим, чтобы было удобно работать. И можно приступать. Поехали. Пошли. Нам нужно аккуратно демонтировать. Да, красивые откосы, это, наверное, тоже каштан. Да, похоже на каштан. Фактура и очень плотное дерево. Да, и хочется это оставить. Поэтому будем снимать аккуратно, зачищать. Также в цвет стен лакировать, наверное, просто. И оставлять. А что правильно, да, померить, замерить, нам надо это все вынимать. Сейчас этим и займемся. Держится уже, к сожалению, на гвоздях. Приходится чуть-чуть выдавливать силой. Решили вначале снять створки, так как стекло вибрирует, когда-то растукает, а там стекла разбиты, мало ли. О, сколько лет их не открывал никто. Я думаю, что это просто наличник, а он как будто бы часть этого окна. То есть так вырезали? Да. Да нет, вот оно прилегание здесь. Прилегание есть, но оно, похоже, видишь, слетает с окном. А где оно заканчивается? Я про это и смотрю. Ну вот это нижнее видно. Здесь вот Примыкание, да. оно отходит. А вот у боковых, как будто это часть окна, да. Интересно. В общем, будем сейчас разбираться, что и что.
Hoping you would stay, but I've always known you would go find your own way. I still see when we climbed up in those trees, 12 years old, feel the wind and watch the river run, and the sun would always shine. When we sat there, you and I, the river's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're gone, 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 gone. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're gone. It's gonna cry, it's gonna cry. Шурупами пришлось немного повозиться. Они приржавели к дереву, видимо. Просто еще раньше делали на плоскую отвертку, на такую. Тяжело откручивать. Она резьба срывается, толком не крутится. Поэтому приходится вот так вот изгаляться. И такие вот они толстые раньше были, мощные, несгибаемые вообще. Если бы сейчас был бы современный шуруп, он просто шляпку бы выломал за один приход. А вот как выглядит вековая просто пыль, паутина, грязь. Поэтому, мне кажется, это было отличным решением все это поменять, вычистить, да? Конечно. Ну, даже Какой-то запах, наверное, дает со временем все вот это вот. Там какие-то куколки вон. А тут что белые. только нет. Тут, да, вся жизнь живет, потому что они эти щели любят, да, мелкие. Поэтому нельзя оставлять ни в коем случае. Тут нужно фасад консервировать. И тогда тут никто жить не будет. Так, получается проем. У нас 82. Вот как выглядит дом со снятыми окнами. Напоминает какой-то инопланетный корабль. Вот эти вот черные точки, как глаза
за место окон. Интересно. В общем, померили мы вчера с Настей все. Отправили в несколько компаний на расчеты. Дверь здесь, видите, из-за того, что довольно-таки высокий порог, решили вот эту балку внизу наполовину уменьшить. Полностью ее не захотели вырезать, потому что все-таки несущая конструкция, не хочется ее ослабевать. А вот половину балки все-таки будем вырезать при вставке новой двери, так как она будет пластиковая, то есть там же будет тоже еще какой-то порожек на ней. Поэтому, чтобы высокий порог не оставлять, решили так сделать. Ну а сегодня приступим к демонтажу полов. Посмотрим, что там у нас внизу, и уже будем планировать дальнейшие работы. Так, а вот и что тут находится под досками. Земля, брусья, и на брусья заколочены доски. Интересно. А доски, кстати, хорошие. Такие сухие. О, очень вонючая работа. Пыльная. Пыльная, да, тут еще вековая вот эта пыль, она прям едкий запах прям такой имеет. И подполье не очень приятно пахнет. Да. Поэтому хорошо, то, что это мы все скрыли, проветрим, просушим. Потом все правильно зальем, утеплим. Будет отлично. И доски, да, в хорошем состоянии. Угу. Поэтому, как финишное покрытие, можно рассмотреть его. Ну так, конечно, в любом случае мы это будем заливать в равную теплый пол, а потом уже там, либо керамогранит, либо вот эту доску оставить. Тоже будет приятно по ней ходить, я думаю. Поехали дальше? Да. Так, пока Тарас будет продолжать снимать доски, я буду вынать из них гвозди и пыль сметать. Чуть-чуть их почищу. Так, а вот и первая находочка. Покажи. Republic of Georgia написано. 1993 год. И вот такая. Тут я не встречал. Я не пойму, что написано. Это 2. Это не тетри. Тетри вроде, да? 2 тетри. Ну да, это тетри. Ну как-то по-другому выглядит. И 2 я вообще не встречал, да? Тут Ну бывает да, 5 5 самое минимальное. и 1, по-моему. Видимо, из оборота Ага. их убрали, но вот у нас до сих пор осталось. Угу. Как думаешь, Коллекция. На окна хватит, если продать? Вряд ли, конечно, она чего-то стоит. Но все равно первая находка. Да, интересно. Так, а у нас вот уже вечереет. И вот, как ни странно, у нас уже 3-й раз, да, вот буквально за месяц, за последний выключает свет. Причем это происходит во всей Грузии. Последние 2 раза им понадобилось 3 часа, чтобы восстановить электроснабжение. Не знаю, что там на Ингурской ГЭС какие-то проблемы. Ну, я так понял, что-то официальных данных так и не предоставило Министерство энергетики. Поэтому вот у нас уже в домике такая темнота.
наверное, работы будем на сегодня заканчивать, потому как еще у меня получается, то есть вот эту сторону маленькие доски вытащил, а теперь вот эту крайнюю доску длинную, чтобы ее вынуть, надо сначала гвозди вынуть полностью везде, во всю длину, и тогда, возможно, ее получится вытащить. А потом уже, я надеюсь, пойдут доски полегче. Но чтобы вытащить, конечно, надо там что-то видеть. Я вроде первые 2 гвоздя вытащил, а остальное уже тяжело, ничего не видно. Не знаю, если сейчас восстановит, то продолжим, а так, наверное, оставляем до завтра это. Кстати, причем в тот раз вот на эти 3 часа отключали, это было в позднее время, по-моему, что-то около 11-12, мы уж почти спали, поэтому сильно нас это не затронуло. А сейчас у нас только 8 часов, и уже такое себе без света. Надо нам задумываться, наверное, над каким-нибудь резервным электроснабжением, потому что тут, в принципе, солнца много в Грузии. Возможно, какую-то солнечную электростанцию поставить. В принципе, сами батареи недорогие, единственное... литий-железно-фосфатные аккумуляторы, которые не возгорают, так сказать, и можно в помещении хранить. Они довольно-таки много стоят. Ну, можно начать с чего-то небольшого, а потом это потихоньку расширять, я думаю. Интересно, если кто-то в Грузии уже себе ставил, расскажите, пожалуйста, поделитесь опытом. Что, цыпленок, что нам скажет? Подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо за просмотр. Да? Так, вчера мы так и не дождались света, чтобы продолжить работу, поэтому вот уже на следующий день сейчас будем продолжать. То есть получается, вот эти длинные доски сейчас будет необходимо снять. Тут какая сложность? Из-за того, что она близко прилегает, да, нет возможности по всей длине подцепить и вытащить гвозди, балок крепления тут несколько, поэтому вот я в одном месте уже тут вытащил гвозди, то есть приходится подковыривать вот так вот, чтобы молоток залез, чтобы вынуть эти гвозди. Еще, похоже, вот здесь крепление, еще, наверное, 3-4 крепления надо вынуть. И когда уже первую доску выну, я думаю, пойдет попроще. Там уже остальные доски можно будет со стороны стены подцеплять. Поэтому тут немного сложнее с этими длинными. Тима там чем занимается? Тима решил выкорчевать, да, этот пенек, потому что он тут не очень красиво стоит от старого дерева. Вот, чтобы тут газончик, да, какое-то обустройство сделать, прилегающую территорию. Это домик. Тут домик будешь делать? Да. Ну хорошо. Что у тебя получается? Мы вот большую коренюху уже вытащили, да? Чуть-чуть подпилили. Тебе чуть-чуть еще подкопать его и отпилим, да? Да. Ну хорошо, работайте, да, я пошел внутрь. Так, ну все, крайнюю доску с трудом вынул. Поэтому сейчас, я думаю, процесс снятия пойдет побыстрее. Фух. Достаточно энергозатратное это мероприятие по выемке этих досок. Ну, в первую очередь, потому что они достаточно толстые.
Плюсом еще является то, что, конечно, это плохо не саморезы, а гвозди, которые еще советских времен. И некоторые из них настолько плотно сидят, что вот видно даже они остались в балке, что есть вот сквозь эту доску приходится их вынимать, можно сказать. Думаю, конечно, это будет немного попроще, но имеем, что имеем. Я бы сказал, наверное, 1/3 уже есть из больших досок. Еще, наверное, 2 заходика таких, может быть 3. Так, сейчас немного отдохну и пойдем дальше. Так, а у нас тут у забора вчера заметил, что птичка летает. Птичка летает, да, около вот этого щитка для газа. Сейчас посмотрим, там, наверное, у нее кто-то живет. Где? О, хорошая, да. Птенчики тут, Папа, Тима. дай, Смотри, какие птенчики красивые, где? маленькие. Сейчас я тебе покажу. Сейчас тебе покажу. Вот у нас тут газ ведет, а тут гнездо. Я не знаю, что это за птенцы. Там, по-моему, или 3, или 4 их. Вот. А сюда птичка вот здесь залетает. Вот в это вот отверстие. Так, вчера вот до позднего вечера выносил все доски. Все успешно доделал. Остались вот такие балки вынести. Они ни на чем не крепятся, то есть можно буквально вот так вот ногой шатаются. Вот так. То есть они под весом этих досок все лежали. Поэтому примерно это вот то, что мы ожидали. Будем все выносить, выравнивать, делать черновую стяжку и потом по ней уже утеплять и прокладывать теплые полы. А по уровню тут примерно, ну, чуть-чуть ниже, да, чем вот эти полы в 2 остальных комнатах. Поэтому я не думаю, что придется много засыпать. Тем более, если мы хотим чуть-чуть увеличить высоту потолков. Поэтому будет в самый раз. Ты, Настя, что скажешь? Как тебе нравится теперь комната? Уютнее стало? Ну, уютнее точно не стало. Ой, Да, они все вот такие Ой. шаткие. ой, То есть они буквально держались под весом этих досок, можно сказать. обалдеть. То есть они нигде не закреплены, просто стоят на кирпичиках, дощечках. Да, балки просто вот, Удивительно. просто подкладки Что за метод такие. такой Такой подкладка. интересный? Вот кирпич, ну, примерно там где-то там подложено. Поэтому, в принципе, и перепады были большие. Не из-за того, что какие-то доски кривые, да, это потому что просто балки не были выровнены нормально. И то есть под ними вот такая обычная земля, конечно, которая со временем там Да, проседает. вот как тут могла рассыпаться. Да, например, да, и на поэтому этом месте. оказалась бы дырка. Да. То есть если это более ровнее, в принципе, положить, то можно ничего и не делать. Но мы так не хотим, да? Мы хотим теплые полы, хотим по-нормальному все Да. это организовать. Так что, несмотря на то, что мы тут живем в субтропиках, мы с Настей вот за то время, которое здесь прожили, поняли, что даже зимы в 7-8 градусов все равно неприятные. И наличие теплых полов – это прям Огромный плюс. огромный плюс, это комфорт, особенно вот на первых этажах, да, несмотря даже, что здесь воздушная подушка и деревянные бы доски, но все равно неприятно было бы находиться, поэтому хочется сделать хорошо, поэтому, скорее всего, будет теплый пол и керамогранит. Так, поэтому у нас вот такой вот объем на этой неделе, осталось еще развести доски, но это, наверное, сделаем за камерой, не будем вам все это показывать. Всем спасибо за просмотр, за то, что провели это время с нами. Увидимся в следующем ролике. Пока. Пока!
Вкусно. А это что за травка вверху? Розмарин. Домашний хлеб.